Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні поділюсь з вами рецептом традиційної галицької випічки. Це різдвяний галицький цвібак. Простий, легкий та смачний десерт, який довго зберігається, але подати його можна по-різному. Перед вами все те продукты, которые понадобятся, а точное их количество, как всегда, укажу в рецепте. Найдете его под видео в описании. Продукты нужны все те, что и для бисквита, только в других пропорциях. Взвесьте сразу чистый вес яиц и постолько же возьмите муки и сахара. И лучше разделить яйца холодными, тогда желток более плотный и легче отходит от белка. Потом затягивайте пищевой пленкой, чтобы сверху не подсыхали, и пусть согревается до комнатной температуры. При такой температуре они лучше взбиваются и легче в них растворяется сахар. Бисквит готовлю на 4 яйца, их чистый вес 225 грамм. Поэтому столько же, 225, беру муки и сахара. И по рецепту вкусовых добавок тоже надо взять в таком же количестве. Сухофруктов 225 и орехов. Здесь у меня изюм, темный и светлый, домашние цукаты, курага и вяленая вишня. И залейте все это коньяком. Я их подготовила вчера. Время от времени перемешивала. Всю ночь простояли под пленкой. И посмотрите, коньяк полностью упитался. Потом всю эту влагу они отдадут кексу. При выпечке спиртное испаряется, остается только вкус и аромат. Но если вы все-таки исключаете коньяк, то заливайте апельсиновым соком. И орехи у меня разные. Кешью, грецкий и арахис. Также понадобится кукурузный крахмал для обсыпки сухофруктов, сода, щепотка лимонной кислоты и ванильный сахар. В миску для взбивания выливаю белки, добавляю щепотку соли и начинаю взбивать на третьей скорости из 5 возможных до появления на поверхности легкой прозрачной пены. За это время они хорошо разбиваются до однородности. Вот слегка запенились, скорость увеличиваю, но не до максимальной, и взбиваю до пышности. Когда белки уже побелели, стали более воздушные, можно добавлять сахар. И берите его мелкий, тогда он легче растворяется при взбивании. Тем более его здесь много, почти в 2 раза больше, чем белков. Добавляю небольшими порциями. Каждую порцию взбиваю где-то по 50 секунд и добавляю следующую. Не делайте высокую скорость, иначе белки быстро у вас забьются до плотности, а сахар останется кристалликами. Тесто получится тяжелое, корочка неоднородная. В общем, кекс получится не такой пышный и не такой красивый. В последнюю порцию сахара добавляю щепотку лимонной кислоты и пакетик ванильного сахара. Эта кислота погасит соду в тесте, не будет ее запаха и вкуса. Тем более там еще будут сухофрукты, они тоже дадут свою кислоту. Поэтому за соду не переживайте и не гасите ее предварительно. Сейчас у меня 4-я скорость из 5 возможных. Начинала на 3-й, увеличила до 4-й. Белки уже достаточно плотные. Проверяю, растворился сахар или нет. Еще немного чувствуются его кристаллы, поэтому скорость уменьшаю снова до 3-й. Продолжаю еще некоторое время взбивать. Вот такие получились белки. Стали еще плотнее, несмотря на то, что скорость ниже. Наматываются на венчик. Миксеру работать очень тяжело. Все, взбивать достаточно. Вот такие устойчивые пики. Добавляю желтки по одному. И каждый желток хорошо перемешиваю до полного соединения с белками. На той же 3-й скорости. Но так как миксеры у всех разные, разная их мощность, скорость, поэтому пристраивайтесь к своему. С желтками эта масса станет более мягкой, текучей. Я бы взбивала кухонной машиной, но вы тогда сомневаетесь, получится у вас ручным миксером или нет. Конечно, получится. Только пристраивайтесь к его мощности, скорости. Готовят цвибак по-разному, даже с добавлением сливочного масла, но тогда получается самый обычный кекс. Если уже и хотите сделать его более сдобным, то лучше добавьте пару желтков. И соответственно столько же по весу всех остальных продуктов и вкусовых добавок. Масса получается пышная, похожа на классический бисквит, сверху сохраняется рисунок и некоторое время не растекается.
Сахар полностью растворился, значит, можно добавлять муку. Вот такая она получается. Но прежде добавляю к ней соду. Не разрыхлитель, а соду, иначе кексы поднимутся хуже. Хорошо перемешиваю. Мука у меня уже просеяна. И добавляю порциями. Набираю по столовой ложке полную с горкой. Мука тоже умешивается миксером, только на самой низкой скорости. Взбивать ее не надо. И каждую порцию перемешиваю до полного соединения с яично-сахарной смесью. Дольше замешивать не надо. Только эта мука разошлась, добавляйте следующую порцию. И если вы знаете, что она у вас сильная, разбавьте ее кукурузным крахмалом, иначе тесто получится очень затянутым. Возьмите его 1/5 часть от веса муки, и этого будет достаточно. Получается вот такое плотное тягучее тесто, но оно однородное, без крупинок сахара и муки. Видно, что оно более вязкое, чем классический бисквит. Высыпаю сюда орехи. Вкусовых добавок очень много. И не измельчайте их мелко. А к сухофруктам добавляю крахмал, чтобы они не оседали на дно. Здесь 2 чайные ложки, полные с горкой, по весу это 15 грамм. Сейчас они все полностью подпудрятся, и только потом высыпаю к тесту. Все это хорошо перемешиваем. Получается оно настолько богатое. Теста кажется мало, вкусовые добавки им просто перемазаны. Кстати, по желанию можете добавить цедру лимона или апельсина, только немного, кекс и так очень ароматный. Здесь ванилин, коньяк, цукаты. Вот они равномерно распределились в тесте. Лишний раз его перемешивать не надо. У меня уже подготовлены формы, их размеры будут в описании. Простелила пергаментной бумагой. И, взвешивая тесто, делю на 2 формы. Раскладываю порциями по всему донышку. Оно не текучее, поэтому придется его немного разровнять. К этому времени уже должна быть нагрета духовка. Выпекать начинаю при температуре 200 градусов. Потом ее уменьшу. После выпечки расскажу, сколько времени и при какой температуре мне понадобилось. Вот так заполнена форма, чуть больше половины. Точно так же заполняю следующую. И сразу же выпекаю. И я вам сейчас покажу, какие добавляют цукаты. Я говорила, у меня домашние, и их приготовление уже есть на канале. Готовила, кстати, их перед пасхальными праздниками. Посмотрите, как они хорошо хранятся, обсыпаны кукурузным крахмалом. Не твердые, не трескаются, остаются вот такими вот мягкими, в то же время плотными. Здесь шкурки лимона и апельсина. Это апельсин. Они более толстые, мясистые. А это лимон. Потоньше и поплотнее. Но тоже не каменный, не твердый. Храню их при комнатной температуре в темном месте. Вот такие они в разрезе. Ароматные, натуральные. Выпечки очень вкусные. Напишите в комментариях, пожалуйста, кто готовил по моему рецепту, какие они у вас получились, сколько хранились и вообще довольны вы рецептом или нет. Кексы испеклись. Выпекались они на 2-м уровне духовки снизу. 10 минут при температуре 200 градусов, потом уменьшила ее до 180. При этой выпекала 25 минут, снова уменьшила до 170 и допекала еще 10 минут. Потом проверила на готовность деревянной шпажкой, на выходе она была сухая, выключила духовку и в приоткрытый на карандаш, чтобы выходил пар, оставила на 5 минут. Вот такие они получаются красивые, высокие, с горочкой. Достаю его сразу же из формы, раскрываю бумагу и оставляю в таком виде минут на 10. Потом бумагу уберу полностью и оставлю до полного остывания. Посмотрите, как хорошо пропекается по бокам. И уже где-то через пару часов после полного остывания заверните в фольгу, красиво упакуйте, завяжите ленточкой, и получится красивый и очень вкусный рождественский подарок. Храните его в прохладном месте
И со временем он становится более влажный, ароматный и вкусный. Перед подачей его можно засыпать сахарной пудрой или же залить сахарной глазурью и украсить по своему вкусу. Цукатами, орехами или какой-нибудь посыпкой. Но цвибок означает бисквит, испеченный дважды. Поэтому при желании можно нарезать его кусочками, тоненькими или потолще, это как вам больше нравится. И еще раз подсушить в духовке. Температура 170 градусов, где-то 10-12 минут. Учитывайте особенности своей духовки и следите за колировкой. Посмотрите, какой он богатый, яркий, красивый внутри. Вкусовые добавки не оседают, равномерно по всему тесту. Запеченная корочка, она очень вкусная. Ну, а если сделаете сухарики, то хранить сможете столько, сколько захотите. И это получается очень вкусно. Недавно на канале было видео печенье бискотти на белках. Там сухарики получаются, ну я бы сказала, по суше. А здесь сдобные, так как тесто с желтками. Ніжні, хрусткі, крихкі, дуже смачні. Готуйте з задоволенням, і як би ви його не подавали, все одно буде смачно. Ну, якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки, а постійним спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви так цінуєте мій труд. І як завжди, бажаю вам всього найкращого.